Привет, дорогие мои! Надеюсь, у всех все хорошо. Многие из вас наверняка уже успели съездить в отпуск. И я тоже после своего летнего отдыха решила записать новое видео и показать вам свою коллекцию очищающих масок. Вообще тема очищения лица очень важна. И особенно в летний период, с жарой, с солнцем, когда все равно периодически приходится накладывать макияж, тема очищения особенно актуальна. У меня комбинированная кожа, и для нее, для этого типа кожи, оптимальным вариантом являются маски из глины. Как мы все знаем, есть разные типы глин для разных типов кожи. Мне больше всего подходит белая глина, которая не только очищает хорошо кожу, очищает хорошо поры, но и еще регулирует выделение себума, то есть хорошо влияет на мою комбинированную кожу, потому что, естественно, вот эта зона Т, да, она всем известна обладателем комбинированной кожи. Поэтому давайте посмотрим, какие есть варианты, и тогда каждый сможет выбрать, что ему по душе. И, естественно, я жду от вас комментариев и вашего мнения о тех или иных продуктах, если вы их уже пробовали, и ваших рассказов о том, чем пользуетесь вы, потому что, конечно, тема совершенно необъятная, у всех свои предпочтения, и я в этот раз расскажу то, что я нашла, и то, что подошло мне. Первым хочу назвать, конечно, продукт от Lancome. Это моя давнишняя любовь. Это маска Lancome из белой глины, очищающая. К сожалению, я не пойму, почему эта маска стала такой редкостью, потому что у меня не только комбинированная, но, к сожалению, чувствительная кожа. И эта маска, абсолютно для моей кожи просто волшебная. От нее не стягивает кожу, от нее нет никаких раздражений. Она настолько легкая и чувствуется, что это действительно натуральная маска из белой глины, что, конечно, я каждый раз ее с таким рвением ищу, тогда, когда она у меня заканчивается, хотя тюбик в 100 мл, я должна сказать, что достаточно он экономный, потому что не нужно накладывать какой-то сумасшедший толстый слой, достаточно такого небольшого слоя для того, чтобы в течение 5 минут он подсох, и потом смываете это все в душе или, это умываетесь просто. Эта маска, я могу ее порекомендовать всем. Она действительно абсолютно нейтральная, при этом она одна из самых действенных из тех, что я пробовала. Значит, это маска из белой глины от Lancome. Я сейчас живу в Азии. В Азии ее не продают. Я не знаю почему. Хотя, в принципе, здесь очень популярны средства, которые отбеливают кожу. Эта маска кожу не отбеливает, но, естественно, за счет очищения она, естественно, немножечко выравнивает и, наверное, осветляет цвет кожи. Хотя какого-то там сумасшедшего осветления я тоже не видела. То есть она реально выполняет свою функцию по очищению. В Европе эту маску тоже, к сожалению, стало достаточно трудно найти. Но я надеюсь, что вам удастся все-таки ее приобрести. Я оставлю тогда ссылки, я вообще оставлю описание всех продуктов, о которых я буду рассказывать, оставлю в описании к видео, так что вы все сможете посмотреть, что, как и где. Соответственно, тогда, когда я поняла, что у меня есть некоторые трудности с покупкой этой маски от Lancome, я, естественно, занялась поиском альтернативы. И, на мое счастье, компания Innisfree, это корейская компания, выпустила вот такую маску. У них вообще есть серия вот этих вот масок из разной глины. По-моему, есть розовая, какая-то еще, для разных типов кожи. Соответственно, я тут же взяла маску из белой глины. У нее такая же текстура. Кстати говоря, прошу прощения, могу показать, что маска действительно... Я извиняюсь, что немножечко, уже такой тюбик такой почти пустой. Но вот маска такая беленькая, реально белой глины.
И могу сказать, что маска от Innisfree имеет такую же белую текстуру. Так что и у нее такое же абсолютно нейтральное воздействие. Она абсолютно нейтрально хорошо ложится на кожу. Поэтому я, конечно, очень рада, что я нашла эту маску. И она, в принципе, если вдруг Lancôme решит снять с производства мою любимую маску, то маска от Innisfree, она станет достойной заменой этой маски. Еще одна маска, которая меня приятно удивила, это маска от Vichy, глиняная маска. Эта маска их достаточно недавней серии, где было 3 маски. Вот эта глиняная и 2 гелевые маски, но они увлажняющие. Эта же маска, она как раз с глиной, и она как раз для очищения пор. У этой маски более такая серая, да, текстура, но она тоже сделана на основе глины, которая подходит для моего типа кожи. У этой маски тоже, как и у предыдущей, практически отсутствует запах. Запах легкий, и чувствуется, что это натуральный вот такой, да, вот немножечко запах глины. И она тоже очень хорошо ложится. Это тоже маска, которую не нужно держать по полчаса. Она тоже очень экономичная. И, в принципе, вот этих всех упаковок, мне хватает реально на несколько месяцев, при том, что, естественно, я их комбинирую. И я не наношу слишком толстый слой, потому что, в принципе, маска должна чуть-чуть, не слишком, да, засохнуть на коже, но немножечко подсохнуть. И, в принципе, я могу сказать, что вот эта вот маска от Vichy, хотя, в принципе, да, Vichy больше рассчитана на продукты, да, вот как водичка термальная и так далее. Здесь, кстати говоря, естественно, тоже включена термальная вода Vichy. Но вот этот новый продукт от Vichy, эта маска, она меня реально очень порадовала. Так что, в принципе, могу сказать, что это тоже прекрасная альтернатива. И периодически я ее с удовольствием тоже использую. Следующее мое открытие, которое немножечко, наверное, выбивается из такого тренда, да, масок из белой глины, это глина голубая. В принципе, конечно, глина всегда хорошо для комбинированной кожи. Другое дело, что, естественно, наибольший эффект получится от белой глины, потому что она подходит наибольшим образом для такого типа кожи. Но, прочитав про совершенно волшебные свойства голубой глины, я решила ее купить. Эту глину я купила в аптеке и осталась ей очень довольна, потому что эта глина действительно, я не знаю, как сказать, она оживила мою кожу. При этом я должна сказать, что здесь написано, что это глина для лица и тела. Для лица, да, но не для тела, по крайней мере, не для моего, потому что на коже я сделала немножко зону декольте, когда делала маску из этой глины. Не знаю, мне не очень пошло, у меня стянуло кожу, при этом лицо отреагировало просто великолепно, потому что, естественно, лицо у меня больше жирности, чем кожа, там зона декольте. Поэтому это было, конечно, очень интересно за этим наблюдать, потому что кожа лица прекрасно восприняла эту маску, а, конечно, тело не очень. Поэтому имейте это в виду. Ну, естественно, у каждого реакция индивидуальная. Но я говорю о том, да, какой был у меня опыт. И, в принципе, в отличие от кожи лица и кожи тела, у меня совершенно нечувствительная, в том смысле, что мне практически подходят все продукты для тела. У меня никогда не было никаких реакций. Но вот с этой глиной у меня вот произошла такая история. При этом эта глина натуральная. Ее нужно разводить самой. И в этой упаковке 2 пакетика. Вот таких вот.
один пакетик открыт, поэтому не показываю. Вот такие пакетики, два таких пакетика, и, соответственно, нужно разводить теплой водой. Оставлять эту маску нужно на тоже 5-15 минут, да, в зависимости от того, как эта маска лежит, как она чувствуется на коже. Вот и тоже смывается просто водой. Это вот еще один из вариантов глиняных масок, который, в принципе, для меня это вообще абсолютная новинка, потому что голубой глины до этого я не пользовалась вообще. Что хочу сказать, что я наношу эти маски просто вот такой обыкновенной кисточкой. Я ее специально купила для масок, то есть она такого достаточно, да, небольшого размера, плоская. Она не впитывает слишком много маски на себя. В принципе, ее достаточно тоже так вот легко отжать, да, если какие-то есть остатки маски, и спокойно ее остатки эти нанести. Кисточка синтетическая, то есть с ней ничего не будет, ее просто, да, промываете под водой, с мылом можно. И, в принципе, хотя глина – это такая субстанция, которая, естественно, она не пристает никаким поверхностям, поэтому ее очень легко снимать. Но должна сказать, что от этой кисточки я просто в восторге. Ну, в смысле, естественно, любая другая синтетическая кисть, вот приблизительно с такой, да, формой, прекрасно подойдет для нанесения маски. Ну, это мой, что называется, да, мой такой совет из того, что я сама попробовала, и то, что я считаю, что абсолютно оптимально для нанесения этой маски. Следующим вариантом масок глиняных. Это маска из глины, но на тканевой основе. И хочу рассказать, хотя, может быть, уже многие из вас видели эти маски и пользуются ими. Это маски от компании Montage Jeunesse, хотя фирма английская. Она образована в 1985 году, то есть эта фирма достаточно, да, с такой долгой репутацией, долгой жизнью. У них очень много всяких масок, и эти маски для разного типа кожи, но их маски с глиной – это реально находка. Я эти маски увидела впервые и стала покупать в Германии. Поэтому, да, я прошу прощения, здесь написано на немецком языке, но, в общем, видно, да, по вот этой картинке, что маска пропитана глиной, да, это натуральная глина косметическая, и эта маска предназначена для очищения. Здесь есть еще экстракт морожки, вот, и действительно у нее прекрасные очищающие функции. Единственное, конечно, когда вы ее покупаете, нужно быть готовым к тому, что это не те маски, к которым мы привыкли, которые предназначены для увлажнения, для сияния, которые такие тоненькие, которых практически не видно на лице. Эти маски, они достаточно такие, у них текстура действительно тканевая, у них тканевая основа, но без этой плотной тканевой основы глина все равно, она не будет держаться, так сказать, да, вот эта текстура. Поэтому я считаю, что это оптимальное сочетание. В принципе, очищающие маски, они, естественно, не могут быть настолько вот такие, да, как гелевые маски, такие легенькие. Вот это все-таки очищение, поэтому, естественно, нужен более такой плотный слой. Нужно хорошее прилегание кожи для того, чтобы действительно маска работала, для того, чтобы глина получала контакт с вашей кожей, и, естественно, был прекрасный эффект от этого. Эта компания, если для кого-то это важна, для кого-то важна эта тема, эта маска, так, она не содержит в себе никаких продуктов животного происхождения, она одобрена Vegetarian Standards, то есть она одобрена всеми компаниями и ассоциациями, которые следят за вегетарианскими продуктами. Так что если у вас вегетарианский образ жизни, то для вас эта маска даже как бы, да, не вопрос, это ее нужно использовать даже хотя бы из того, что
она как раз для этого образа жизни абсолютно прекрасно подходит. У этой компании есть еще другая маска, а это не глиняная маска, но это маска тоже для комбинированной, более склонной к жирности кожи. Вот она, у них такие вот веселенькие масочки, у них на самом деле очень много всего. Вот, так что просто вот вам показать для разнообразия, какие у них еще бывают маски. Это уже маска такая снимающаяся, да, что тоже прекрасно и удобно для очищения, потому что, естественно, вытягиваются какие-то, да, загрязнения из кожи тогда, когда масочка это очень аккуратно снимается. Дальше еще одна маска, вегетарианская опять-таки, то есть там нет никаких продуктов животного происхождения. Это натуральная абсолютно глиняная маска. И эта маска тоже немецкая, это из моей немецкой коллекции, так сказать, да, это реально супер маски компании Schebens. У них тоже есть абсолютно разные маски, но вот как раз в их линии мне подходит маска из глины. Она прошла все возможные тесты, и у них самые лучшие показатели, вот здесь как раз этот значок есть, самые лучшие показатели по результатам, по тестам. Так что это еще одна, но это опять-таки, да, это масочка такая, которую нужно наносить кисточкой, да. Вот, в принципе, мой основной сет того, что я использую. Я комбинирую эти маски. И должна сказать, что ни на одну из этих масок у меня не было никакой аллергии. Они прекрасно справляются со своей задачей. Я использую маски очищающие раз в неделю, наверное, если, да, нет никаких особенных условий, да, или каких-то особенных причин для более частого использую, но если я чувствую, что вот нужно, да, что-то такое, поддержать немножко кожу, немножечко ее очистить, то, естественно, я тогда использую еще один раз в неделю очищающую маску. Там, допустим, один раз я использую маску, которую, да, нужно наносить кисточкой, то есть это более плотная консистенция, и один раз я могу дополнительно в неделю использовать вот эту вот тканевую маску. Безусловно, перед использованием очищающей маски нужно провести небольшой легкий пилинг. И я реально использую легкие пилинги, потому что и так кожа, да, будет подвергаться очищению. То есть это будет больше на нее воздействие, да, более интенсивное воздействие. Поэтому я так опасаюсь, так сказать, да, использовать более такие жесткие пилинги, но для лица это вообще как бы, да, такая тема, нужно очень аккуратно использовать пилинги. Вот, и из легких таких действительно очень таких нежных текстур пилинга, при этом очень эффективных и хорошо мягко очищающих, вот как раз снимающие, да, вот какие-то верхние, совсем поверхностные загрязнения. Это у меня пилинг от Lancome голубенький, такой совсем, да, легенький. Вот, сейчас этот пилинг вышел в новой упаковке, но тоже вот там вот голубенькая вот эта вот полосочка, она как раз дает как раз отсылку вот к этому типу пилинга, совсем такому мелкому, да. И супер нравится мне этот пилинг, это чистая линия, называется Фитобаня. Помимо совершенно волшебной вот такой легкой структуры этого пилинга, у него совершенно потрясающий запах. Такой, знаете, запах свежей такой клюквы. И, конечно, это не только приятно, да, для лица хорошая текстура пилинга, но, безусловно, конечно, запах это нечто. Вот, так что я все рассказала. Теперь жду ваших комментариев. Пожалуйста, ставьте лайки, присоединяйтесь к моему каналу, пишите, чем пользуетесь вы, какие продукты используете вы, и скажите, что из показанного сегодня использовали вы, что вам понравилось, что вам не подошло, и тогда обсудим, что и как. Спасибо большое, пока!